Ну вот все так и произошло, как я говорил, с одним из командиров батальона Айдар. Напомню ситуацию вкратце. Одного из командиров батальона Айдар арестовали по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории, где происходят боевые действия. И вот его арестовали. Но народные депутаты, очень полезные народные депутаты, Семен Семенченко, Соболев, Егор, Масейчук, Игорь, они приехали, Лозовой, они приехали и заблокировали суд. Также туда подтянулись активисты набросились на судью. Произошла потасовка, в общем, суд был заблокирован 24 часа. 24 часа держали эту осаду, и вот таки выдержали. А я предсказал, что его отпустят, этого славного командира. Почему? Ну, порешают как-нибудь с Юлой Луценко, еще как-нибудь порешают. В общем, решат вопрос. И что я вижу? Приезжает на место представитель генерального прокурора из генпрокуратуры человек и начинает договариваться с этим одним из командиров батальона Айдар. Ну вот, он с ним договорился, тот сидит в клетке, а он с ним договорился. Вокруг, как вы видите, активисты скандируют негайно. И я уже говорил, что в Европе и в цивилизованном мире именно так и происходит в судах. Честно, туда приходят активисты, блокируют, нападают на судей, и им за это ничего не бывает. Мы перенимаем самое лучшее из Европы. Так, представитель Генеральной прокуратуры Украины рассказывает. Представтесь, будь ласка, пане Петре. Петро Шкутяк, інспектор внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України. Петро Шкутяк, он не просто инспектор, его Юрий Витальевич Луценко в свое время представил как чистильщика. Чистильщика, потому что он будет вычищать ряды прокуратуры. Но чу, давайте послушаем, о чем предлагает договориться генеральный прокурор страны с подследственным. Будь ласка, пане Петре, з чим ви сюди прийшли? Я прийшов сюди з тим, що я є ветеран так само Айдару. Ну, это уже многое решает, правда? Что тут закон? Я тоже ветеран. Более того, я батю знаю. А вот этот подследственный, у него погремуха батя. И они там общаются не по имени, а по батя. Юрій Віталійович Луценко позвонив мені, враховуючи цю ситуацію, те, що він був у відрядженнях ці дні. Попросив прийти, враховуючи те, що я батю знаю особисто, він також був десь певний час був моїм командиром. Раньше это называлось «рука руку моет», «круговая порука». Ты ж был моим командиром, я тебя знаю, вместе курили и так далее. Щоб зустрітися і сказати наступне, що Юрій Віталійович до понеділка вивчив матеріали справи. В понеділок він готовий, і в тому числі, щоб і я був, зустрітися з батьком. А генеральный прокурор Украины, если вдруг вы не знаете, если вас завтра арестуют по подозрению там в чем-либо, то Юрий Витальевич Луценко с вами тоже встретится. Не, серьезно. Отримати від баті слово офіцера, що він буде ходити на суд. І також на апеляційний суд в понеділок, враховуючи ці обставини, прокуратура може змінить запобіжний захід, щоб не було утримання під вартою. Вот и все. Если батя даст Юре слово офицера, то они порешают по пацанящи, и тогда прокуратура в понедельник на суде изменит меру пресечения. Но хочу просто намекнуть. Юрий Витальевич Луценко сказал, что он изучит документы дела до понедельника, но уже дает обещание о том, что прокуратура изменит меру пресечения. Он до понедельника изучит, но уже дал обещание. Він до понеділка вивчить матеріали справ. В понеділок він зустрінеться, в тому числі зі мною, з Валентином Лихолітом. В понеділок на апеляційному суді, враховуючи ці обставини, буде змінена міра запобіжного захисту без утримання під вартою. Далі вже в суді, відповідно, будуть вивчатися всі матеріали слідства. Потом в суде будут изучаться материалы дела, но меру пресечения уже изменят. Потому что батя даст слово офицера. Я честно буду ходить, ну, падла буду. А як можна вже пообіцяти про зміну запобіжного заходу, якщо матеріал ще не вивчено? Це Юрій, тобто генеральний прокурор. Він також, під слово, враховуючи, що Валентин Лихоліт є одним з керівників бойового крила, тобто і так далі. Один нормальный журналист попался, который задал вопрос, как можно изменить меру пресечения, если документы еще не изучены. Ну, это же странно, ведь правда, ребята, да это же просто невозможно. В нормальном мире это нереально. Какие слова? Закон один для всех. Не может один человек, потому что он
является другом другого человека, просто под честное слово пойти гулять, хотя он обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях, а другой человек сидеть ни за что, за булку, украденную з голодухи. Він готовий по слову. Якщо в матеріалах, звичайно, немає таких речей, грубих, там якось дуже складних злочинів, він готовий пообіцяти йому під його слово, що міра запобіжного заходу може бути змінена. Как это в материалах, если нет каких-то там сложных... Дружище просто не имеет юридического образования. Вот этот представитель Генеральной прокуратуры Украины, я чуть позже объясню, он не имеет юридического образования. Ему тяжело сформулировать свою мысль. Но на самом деле, вот этот тот батя, он привлекается как раз таки за тяжкие и особо тяжкие. Они в суде еще не доказаны. Но это... подозрение. И его взяли по подозрению в совершении. И он не может гулять, подозреваясь в тяжких и особо тяжких. Не может никакой генпрокурор давать ему слово, что он его отпустит, потому что тот даст ему слово. Это ненормально, это фантастика, ребята. Ну теперь перейдем к личности вот этого вот представителя Генпрокуратуры Решалова. Перед нами потомственный чиновник, потому что отец его, Шкутяк Зиновий Васильевич, являлся депутатом Верховной Рады 2 созывов, а также мэром Ивано-Франковска. Этот Решалова от Генпрокуратуры, который не может связать 2 слов, потому что он абсолютно не в зуб ногой в юридической сфере, тоже очень хотел в Верховную Раду. Вот его предвыборная. Я обираю Петра Шкутяка. Петро пішов за Україну, а ми підемо за Петра. Зробіть як ми, оберіть Петра. Оберіть Петра. Ну и вот еще. Йду в парламент, щоб завершити справи Майдану. По дружбе набирают в прокуратуру, по дружбе отпускают человека, подозреваемого в тяжких и особо тяжких, по дружбе плюют на закон. Як людина уповноважена стояти на захисті інтересів держави. Но стоп, появляется генеральный прокурор Украины Юрий Витальевич Луценко. Встречаем? Як громадянин, як батько солдата, я беру цю справу на особистий контроль. Зараз в дорозі вивчив доступні мені матеріали і вважаю, що слідство проведено не повністю. Как отец солдата, который, по легенде украинских СМИ, провел в зоне АТО целых 40 дней, я беру эту ситуацию под свой контроль. Ну, Юрий Витальевич сказал, это знаете, как отрезал, а теперь дальше. Что он начинает нести? Я буду готовий до внесення змін щодо цієї справи. Зараз я знаходжуся в дорозі від Херсона до Києва. Як тільки прибуду, викличу слідчого. Ще раз передивлюся особисто усі матеріали справи. Але можу сказати вже тепер. Знаю особисто бійця Айдару, бачу. Это те люди, те самые люди, которые говорили, что при Януковиче, и сейчас продолжают говорить, что при Януковиче рука руку мыла, там какое-то кумовство. Я лично, говорит, знаю бойца с позывным «Батя». Ну и что ты его знаешь? Да плевать, что ты, даже если это твой брат. Какая разница? Есть закон, Юрий Витальевич Луценко, это генеральный прокурор. І тому вважаю, що слово офіцера, яке він уже дав моєму представнику Петрові Шкутякові, а також, думаю, що дасть і мені, буде достатньо для того, щоб змінити запобіжний захід, а справу треба буде відправити на додаткове розслідування. Слово офицера. Юрий Витальевич Луценко вносит новое в законодательство Украины. Слово офицера. Или слово друга Юрия Витальевича. А дело он отправить решил на дополнительное расследование. То есть похоронить. На сьогоднішній день звинувачення зводяться до фізичного насилля щодо певних громадян в прифронтовій полосі і заволодіння їхнім майном, а саме автомобілями тощо. Обвинения сводятся к физическому насилию в отношении граждан и завладению их имуществом, автомобилями и другим, он говорит. И другим имеется в виду десятки тысяч долларов, которые, по сообщениям ОБСЕ, даже той же самой, требовали за освобождение определенных людей. Ну, окей, хорошо. А теперь, внимание, это генеральный прокурор Украины. Неповне слідство, з моєї точки зору, полягає в тому, що бійці Айдару на той момент не були забезпечені жодними транспортними засобами для захисту держави. Тому мусили, з моєї точки зору, ці засоби здобувати.
То есть они не были обеспечены транспортными средствами для защиты государства, поэтому имели право забирать у граждан, нанося им телесные повреждения, эти транспортные средства и другое. И другое, то есть они не были обеспечены еще и деньгами, поэтому имели право забирать и деньги. Это говорит генпрокурор Украины. Мне добавить особо больше к этому нечего. Мусили, з моєї точки зору, ці засоби здобувати. А после этого приезжают контролирующие из цивилизованного мира, где такое невозможно даже в страшном сне. И говорят, да, реформа движется. Да, мы довольны реформами. А ты доволен реформами, друг?